Всем привет, с вами Дэн, и давненько у нас не было трейсера, и сегодня я вам как раз покажу одну из новиночек. Давайте коробку открывать и смотреть, что у нас там внутри. Хо-хо-хо, вот это мощь! Так, значит, здесь гарантийная карточка с QR-кодом. Это все в сторону, и вот это легкая, но при этом максимально брутальная модель. Сейчас пленочки сниму, а дальше продолжим. Итак, модель называется Tracer P99T Tactical Grey. Это как раз таки новинка в милитари стилистике. Новая модель в титане. Здесь титановый браслет, титановый корпус и титановый безель. И хотя они выглядят крупными такими, да, очень мужскими часами, но на вес они прям почти что невесомые, конечно, с учетом габаритов. Значит, по характеристикам внутри стоит швейцарский кварц Ronda 517, абсолютно неубиваемый. У нее есть дата, есть день недели. Для многих это важно. И, кстати, смотрите, какая красота. Она на черной подложке. Поэтому в глаза не бросается, а в хозяйстве пригодится. У этой Ронды батарейка до 5 лет, так что надолго хватит. Безель, как я сказал, уже титановый, корпус титан, сапфир с внутренним антибликом, тритиевая подсветка. И есть версия на каучуке, есть версия на браслете. 200 метров водозащиты. Здесь, конечно, важно сказать по поводу трития. Ну, вообще, компания Tracer была основана в 1989 году, когда швейцарский производитель MB Microtech решил наладить производство часов для демонстрации, собственно, своих возможностей, потому что именно они ранее уже создали и запатентовали технологию тритиевой подсветки, Trigalight. Она абсолютно безопасна, ее не нужно подзаряжать, потому что такие тритиевые тубы, они светят 25 лет с момента производства, это важный, кстати, момент. Ну и через 12,5 лет тритий теряет примерно 50% яркости. Но, как вы понимаете, надолго хватит. И в отличие от часов с люминофором, тритий не нужно держать под светом, да, чтобы он заряжался, и он не теряет яркость там, через несколько часов. Он всегда светит одинаково. Не так ярко, как люминова, но зато постоянно. Поэтому такие часы чаще используют для именно тактических, потому что они не так вот в темноте там себя и их владельцы могут выдать. Тритий, он такой очень-очень сдержанный. Но, поверьте, у меня было несколько тритиевых часов. Знаете, так, когда у вас полный blackout шторы, берешь тритиевые часы, и как раз они так в глаз не светят, зато видно всегда. Ну ладно, мы немножко с вами отвлеклись. Давайте посмотрим размеры, потому что размеры здесь очень даже впечатляющие. По безелю вот в этой широкой части 47, по корпусу 46, высота 13,7, по браслету 22 и от ушка до ушка, здесь длинные ушки, 54,5. Поэтому учитывайте ваше запястье. Мое запястье 18,5, и вот что мы получаем. Да? Ну, то есть здесь я бы сказал впритык. На 18 я бы, наверное, не рекомендовал эту модель, если вы, конечно, не предпочитаете, что такое оверсайз. К тому же, с учетом того, что здесь титан, они очень-очень легкие. Про запас здесь от моего размера, ну, где-то сантиметра 4 как минимум, так что как раз на среднее и крупное запястье эта модель очень даже прилично сядет. А если у вас запястье небольшое, то, в принципе, можно посмотреть у Tracer что-то с меньшими размерами корпуса. По весу на полном браслете всего-то 123 грамм, с учетом размера это, конечно же, немного. Ну, как видим, модель такая достаточно стелс, да, в стелс-дизайне, такой вот титан, чистый титановый цвет, необычный и очень сдержанный. Здесь все матовое, конечно же, у нас милитари часы, тактические, поэтому все максимально сдержанно. И здесь возможно, эта сдержанность и именно вот то, чтобы часы не притягивали, какого-то не вызывали внимания особенного, повышенного, здесь как раз все в одной тональности. И чуть-чуть в ущерб читаемости, потому что стрелки черные, потом идет темно-серый циферблат, и дальше идет основная часть вот титановая, она тоже по большому счету такая серая.
Так что в одном оттенке. С другой стороны, в принципе, читаемость неплохая, потому что все-таки мы видим трубки тритиевые, они такие светлые, поэтому видно, и даже когда сумерки будут эти трубки видны, плюс будут видны метки часовые, которые у нас идут по внешнему радиусу циферблата. Ну, плюс здесь еще есть вторая разметка, 24 часа, опять же, обычное требование для милитари часов. Есть у нас крупные такие. Кстати, безель и вообще в целом вот так немножко стилистика мне напоминает некоторые модели от Брайтлинга, да, вот именно решение по безелю, когда так внутренний скос идет, то, что здесь вот эти, опять же, меточки, мощный, брутальный такой крупный безель. Здесь есть такая толика старого, доброго, максимально мужественного Брайтлинга, которого, может быть, сейчас не очень не хватает современным их моделям. В общем, здесь с этим проблем нет. Да, брутальность здесь, я бы сказал, зашкаливает. Здесь на нулевой метке здесь тоже стоит тритиевая трубка. При этом все остальное максимально простое в плане циферблата. А опять же, как для милитари часов, метки здесь не накладные, здесь метки печатные, что должно облегчать несколько читаемость. Ну и опять же, повторюсь, да, есть день недели и дата для тех, кому это важно. Swissmade, конечно же, эти часы. Давайте посмотрим по хвату, конечно, проблем не будет, потому что у нас вот такие граненые, крупные и чуть-чуть отдающиеся от основной части безеля некоторые порожки для меток, так что 60 кликов и браться за него одно удовольствие, я бы вам сказал. Но под узкий рукав будет не очень удобно, но это понятно и так, потому что часы не маленькие. Симпатичная заводная головка, вообще аккуратно очень все сделано, и по безелю видно вот тщательный, очень качественный подход к этим часам, потому что безель проработан просто превосходно. Матовая поверхность, все в пескоструе. Приятный браслет типа Oyster. Застежка на двух фиксаторах. Внутри литая, сверху штамповка. Есть основные характеристики у нас на задней крышке. Что касается цены, то версия на браслете стоит в российском ритейле примерно 96 тысяч рублей. Ну, я ссылку оставлю в описании к ролику. Сатинирование по стрелкам, печать аккуратная и, как обещал, безель очень приятной, интересной и сложной формы. Ну, собственно, сейчас вот вы видите суперлюминовую, фонариком посвечу, и как раз проявляется уже тритий. Потому что на камеру тритий в темноте обычно, ну, мало виден. Но чуть-чуть есть. Ну, что хочу сказать по итогам. С учетом того, что модель именно такая вот тактическая, серая, очень стильная, из этого же вытекает и плюсы, то, что она скрытная, и то, что она, как я уже сказал, очень круто и стильно и мужественно смотрится, с одной стороны, да, с другой стороны могут возникнуть определенные вопросы по читаемости, особенно если вы вот любите, когда контраста больше. С точки зрения характеристик, качества исполнения, мне всегда нравился Tracer, мне всегда их часы казались, что сделаны чуть лучше, чем некоторых конкурентов того же Luminox. Но это мнение мое. Тем не менее, много через меня прошло и люминоксов, и трейсеров. Лично мне эта модель нравится, она сделана со вкусом, она, знаете, вот из той когорты моделей, которых, может быть, сейчас немножко на рынке не хватает, когда засилие винтажа. А вот такой современный милитари, кварцевый, простой, неубиваемый, но при этом классно исполненный, это как раз таки вот эта самая модель P99. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.